Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы с вами погуляем по центру Москвы, а конкретно мы попадем в легендарное место в Москве. Это место находится прямо напротив Кремля. Это место легендарное, потому что вокруг этого места очень много разных легенд, историй и так далее. Мы попадем внутрь этого дома, посмотрим, как этот дом выглядел раньше, и узнаем, какая у него была история и есть. В этом видео мы побываем в доме Пашкова. Я думаю, если вы подписаны на мой канал давно, то вы уже знаете, слышали о доме Пашкова, потому что раньше мы с вами уже ходили в Ленинскую библиотеку, Российскую государственную библиотеку, и в том видео я вам говорила, что у библиотеки несколько зданий. Есть основное здание, которое находится на станции метро библиотека имени Ленина, есть старое здание, которое находится не очень далеко, это так называемый дом Пашкова. И в этом видео мы с вами погуляем внутри и вокруг дома Пашкова. Итак, что же это за дом, где он находится и какая у него история? В первую очередь, это дом, который находится недалеко от Кремля. Сейчас, конечно, это очень дорогое место в Москве, потому что находится прямо в центре, но раньше на этом месте жили ремесленники, люди, которые работали своими руками. И у Петра Пашкова возникла идея выкупить эту территорию и построить там себе свой личный дворец, свой дом. Поэтому это здание и называется дом Пашкова, по фамилии человека, кому принадлежал этот дом. Но интересно, что сам Пашков в этом доме жил не очень долго. Он его долго строил, он его проектировал очень современно, очень необычно. Да, это было необычно для Москвы. Если вы знаете, то Москва не всегда была столицей России. Какой-то период в истории столицей был город Санкт-Петербург. И когда Пашков строил свой дом в Москве, это была не столица. Он строил свой гостевой дом, когда он будет вместе с семьей гостить, путешествовать в Москве. Кто же такой Петр Пашков? Петр Пашков – бизнесмен, он занимался недвижимостью, а также его еще называют водочным королем. Он занимался вино-водочным бизнесом. И в 1784 году начал строить дом на Ваганьковском холме. Да, это территория напротив Кремля, и она на небольшой возвышенности. Этот дворец выглядит очень красиво. Его строили 3 года. Архитектором дома был Баженов. Это очень известный архитектор в России. Он строил дворец Екатерине в Царицыно в Москве, и у него есть несколько дворцов в Петербурге. Что интересно, у этого дворца необычной формы. Раньше это было одно здание, так находилось полукругом. Со стороны Кремля фасадная часть здания, там находился большой парк, и в этом парке был пруд, были фонтаны, и в этом парке Петр Пашков планировал, и даже было, у него гуляли редкие экзотические животные. Для москвичей того времени это было что-то невероятное. Рядом с домом Пашкова всегда проходило очень много людей, им было любопытно посмотреть на этот чудо-дворец. Интересно, что сам Пашков в этом доме почти не жил. К сожалению, он недолгое время находился в этом доме, потом этот дом передали императору, и император в этом доме сделал публичную библиотеку. То есть вот это вот здание, этот дом
Пашкова – это первое здание библиотеки в Москве. В 1812 году, когда французская армия пришла в Москву, дом был очень сильно поврежден. И дом реконструировал Осип Баве. Баве – это еще один известный архитектор, который построил много зданий и в Москве, и в Петербурге. Он сделал реконструкцию этого здания, и после Баве здание уже было только публичной библиотекой. Есть легенда, что в 1818 году прусский король Фридрих Вильгельм III вместе с сыновьями был в Москве, и в доме Пашкова он стоял на втором этаже на балконе и благодарил русского императора, благодарил Москву за спасение его государства в войне с Наполеоном. В память об этом событии на балконе есть маленькая фигурка короны, что символизирует приезд Фридриха Вильгельма III в Москву, как он смотрел на Москву с этого балкона. В 1839 году дом Пашкова выкупило государство у обедневших хозяев, у обедневшей семьи Пашкова, и в этом доме был Московский дворянский институт. А позже это уже была 4-я мужская гимназия. В 1862 году из Петербурга в Москву привезли коллекцию графа Румянцева, и с этого времени дом Пашкова стал публичной библиотекой. И как раз с этого времени начинается другая история дома Пашкова, когда в этом доме находилась коллекция графа Румянцева, и сейчас в этом доме находится 3 отдела библиотеки: рукописи, картография и нотно-музыкальный отдел. А теперь главная легенда дома Пашкова, что под домом Пашкова спрятана библиотека Ивана Грозного. Эту библиотеку называют Либерия или Либерия. Есть 2 варианта произношения. Что же это за библиотека? У этой библиотеки есть своя легенда, и согласно этой легенде в библиотеке Ивана Грозного находится коллекция книг из Константинополя. То есть из Константинополя книги были вывезены сначала в Рим, а из Рима уже попали в Москву. Известно, что эта библиотека из Константинополя была приданым Софии Палеолог. Это бабушка Ивана Грозного, которая выходила замуж за Ивана III. У Ивана Грозного была основная часть, это библиотека из Константинополя. Позже у него собрались еще свои собрания книг, свою библиотеку. Когда он ушел от царства, перед опричниной он спрятал. И есть легенда, что он спрятал это именно на Ваганьковском холме, где находится дом Пашкова. Есть очень много историй, как искали Либерию, искали ее по всей Москве. Самым вероятным местом хранения Либерии считается именно Ваганьковский холм, потому что он находится недалеко от Кремля, и есть теория, что от Кремля есть тайный проход к дому Пашкова. Но Либерию до сих пор не нашли. Эта библиотека была утеряна. Легенды о ней до сих пор ходят по всей Москве, и строители Москвы до сих пор надеются когда-нибудь найти библиотеку Ивана Грозного. Во время строительства станции метро «Библиотека» имени Ленина, которая находится совсем недалеко от дома Пашкова, конечно же, пытались найти тайные ходы от Ваганьковского холма к Кремлю, но ничего не было найдено, или нам об этом еще не сообщили. Сегодня дом Пашкова выглядит вот так. Предлагаю вам немного погулять по дому и вспомнить, как выглядел дом раньше.
Это был исторический влог на канале Russian Language Club. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Пока-пока, до скорой встречи!